А папа, давай поиграем, а папа мертвый. Ну, это называлось переедание. И самая больная проблема была, это мы кушали на ночь. Этот раз и не получается воспроизвести потомство. Да? Бывает просто дефицит на микроэлементном уровне. Вот мы говорили 45% суточной потребности в железе. Но зачем это железо нужно? Это обеспечение организма, ткани организма кислородом. Вот если я вас спрошу сейчас, хотите ли вы улучшить себя, улучшить самочувствие, фигуру, 100% из вас скажут да. Да, Серега, мы хотим. Сегодня попросили меня провести тему. Тема называется «Сбалансированное питание для мужчин». Очень актуальная тема, поскольку для женщин, скажем, все практически, для мужчин непонятно что. И мужчины сами по себе, и они в интернете, они все знают, но на самом деле ничего не знают, потому что результатов нет. У нас в компании, в клубах есть мужчины, их много достаточно, результатов очень много. Сегодня я специально пригласил гостей к нам на наш вебинар. Это парни, которые получили прекрасный результат. Мы их услышим, они подготовились, пробегутся минут на 5, 7, 10 о себе каждый. И в конце дополню я про себя. Ну, напомню, да, меня зовут Сергей Мурзин, я организатор клуба здорового образа жизни из города Ангарск. Как я стал организатором, это не сегодняшняя тема, но я коротко затрону, когда буду о себе рассказывать, после того, как парни расскажут свои истории. Так, ну, поскольку люди подключаются постепенно, но сейчас пока 37 человек, я думаю, еще будет больше. Если какие-то вопросы возникают, вы пишите, я сейчас запущу демонстрацию экрана, и по ходу каждый из участников, приглашенных наших гостей, парней, поделится вообще как, почему, для чего, что было и что стало. Запускаю демонстрацию экрана. Игорь, я тебе включил микрофон. Я теперь хочу пригласить к нам Павла. Паша, спасибо тебе за то, что поделился с нами своим результатом, своим историей, опытом. Интересно было послушать. Забавная история, конечно, у вас с Катей получилась с шубой. У меня, слава богу, такого не было. Ладно, спасибо. Мы переходим дальше. У нас спортивный человек есть. Вова, да? Вот сейчас найду тебя, Вова, здесь в списке, включу тебе микрофон. А мы переходим к кандидату мастера спорта по рукопашному бою. Это у нас Виктор. Сейчас я включу микрофон. И поделись с нами, почему так и почему стало. Я тебя включил, Витя. Да ничего страшного, всем же интересно. Ты же сейчас не участвуешь в этом, ты сейчас... Это же было до, то есть людям интересно, как было до. То есть вот поделился Вова, Паша, да, как они, Игорь, да, как они много печенья ели. У тебя вот это было в рационе, потому что люди все разные, у всех разные привычки питания, и тяга к продуктам была тогда у всех разная. Кто-то на мясо, кто-то на углеводы, кто-то на жирные, кто-то еще на что-то. Я познакомился с продуктом 4 года назад, но регулярно стал есть каждый день, и вот 3 года назад. Сейчас мне 35 лет, вот этот прошлогодний результат, когда мне 34 года было. Что у меня было до того, как я познакомился с продуктом? Ну, как у всех. Банально, вот как у Игоря, я пообедал или позавтракал и обязательно себе достал пакет с какими-то пряниками, печеньками, намазал их чем-нибудь вкусным, сладким, красивым. И с чаем, с 2 стаканами мог спокойно придавить. Ну, это называлось переедание. И самая больная проблема была, это мы кушали на ночь. Это тоже распространенное явление. То есть люди начинают, приходя с работы, есть, и в итоге ложатся
переевший, домой спать, в кровать спать, да. Ну, соответственно, там никаких радостей семейной жизни, в принципе, быть не может. Ну, это, ну, пока, когда молодые, может и может, но со временем это все негативно влияет. Значит, познакомила меня с продуктом супруга, она снижала вес, она похудела на 7 килограмм после первой беременности. Изнурительные тренировки в спортзале не дали ей то, что нужно. И она обратилась к консультанту через соцсеть, написала в Одноклассниках Лене. И таким образом я пришел на консультацию в клуб. Я думал, у меня все нормально, там внешние параметры, как-то все, состав тела. Но оказалось, у меня жира нормально еще, есть что шлифовать. И плюс я узнал, сколько у меня мышечная масса. Вот важно же знать, сколько наша мышечная масса, особенно у мужчины, потому что если мы тренируемся, а я тренировался, мне важно было, я не понимал, почему силовые чуть-чуть подрастают показатели, а объем волокон не увеличивается, то есть мышечного прироста нет. Вот здесь на картинке результат плюс 5 килограмм мышечной массы. Они равномерно распределены. Просто здесь в шортах не видно, ноги тоже сильно я проработал в то время. Очень хорошо. Сейчас надо переделать свой результат, но сути дела не меняет. Мы сейчас делимся тем, что у нас было раньше. Самочувствие у нас было, у нас у всех, у мужчин, кто питается вот так неправильно, скажем так, мягко говоря, было очень таки плохим. У меня так же, как у Вовы, не было желания особо на тренировку идти, потому что я восстанавливался 3 дня. То есть я максимально потренировался, как обычно, 1,5 часа где-то. Пришел домой, покушал. Ну, покушал я, что я делал? Я вычитал же в интернете, надо творог, банан, закрыть белково-углеводное окно. Это обычное явление, это у всех так есть. Потому что мы все знаем, да? Вот. Ну, в обычном рационе у меня была курица, гречка. Я старался белков набирать, я же вычитал в интернете прямо из животного белка, набирал норму. То есть я постоянно ходил с едой внутри. У меня не было чувства легкости, был плохой туалет. Ну, понятно, зачем нам нужно сбалансированно питаться, да, чтобы чувствовать себя лучше и был какой-то результат. Главное, что у меня есть цель здесь в голове, и я к ней иду. Так вот, я перепробовал весь спортпит, который можно было, и я не понял, почему он не усваивается. Ну, мягко говоря, некоторые спортпиты на туалет плохо влияют, на ЖКТ, но я не понял, почему он не работает для меня. Потом только, когда я уже с помощью супруги стал вникать в этот процесс, она мне рассказывала, что это. Мне поначалу неинтересно было, потому что я сам все знал. Ну, поскольку она ходила в клуб, у нее знания-то были правильные, а потом она говорила, почему не усваивается, потому что проблема внутри. У нас есть специальный напиток алоэ, да, который помогает вот, именно сделать максимальное усвоение питательных веществ, качественно улучшить усвоение воды, той же. Воды я всегда много пил, я не понимал, почему у меня на анализаторе показало воды меньше, чем нужно. Норма у мужчины от 60 до 70%, да. То есть, ну вот так вот, почему так вот? Потом мне в клубе объяснили, что нужно вот это делать, нужно вот так завтракать, и постепенно я заменил свое спортивное питание, которое у меня когда-то было, не допил даже его, и стал включать после тренировки Формулу-1. Я не знал, что есть еще у нас спортивный коктейль восстановления силы, и просто я начал его, продукт этот, каждый день, изо дня в день. Я уже через неделю заметил, что я после обеда, привычного обеда, я не хочу есть вот то количество простых углеводов в виде хлеба, там, печенья какого-то, там, вафелек и так далее. У нас постоянно дома были они, я их постоянно ел, постоянно пакетик не 3 себе взял, а пакетик положил перед лицом и съел их разом. И все, таким образом я набирал подкожный жир, внутренний жир на органах, который находится у нас, есть подкожный, да, а есть висцеральный жир на органах брюшной полости. Соответственно, когда у нас его много, стройные люди тоже могут иметь его много, соответственно, наша работа органов ухудшается, да, и гормональный фон плохой. И потом мы разберем, почему нету роста мышечной массы, когда я пойду по слайдам, в силу того вот этого переедания и большого количества простых углеводов. Конечно, у меня кроме вот завтрака есть еще много коктейлей в течение дня. Я в клубе пью пару раз,
В течение дня перекусываю, могу коктейль с фруктом сделать, с орехами. И утром также могу добавить что-то по калорийне, потому что ну, мы мужчины, у нас мышечная масса больше, у нас норма калорий больше. И если цель есть набрать вес, нам нужно сделать профицит, то есть увеличить свою норму калорий на 500-800 килокалорий. Тогда будут результаты, будет рост. Если мы снижаем вес, надо дефицит сделать 15% от этого количества. Да, используем батончики в рационе. Ну, помимо этого всего есть и витамины у нас, и вот как Витя сказал, шизандра, да, сейчас актуально. Это вообще актуально всегда, антиоксиданты, мы их не получаем столько, сколько нужно. А витамин С и А это самое важное, что мужчине вообще в принципе надо. Мы дальше это рассмотрим, для чего и почему. Обычно делаю коктейли, вот, миксы делаю, вот добавляю либо Формула-1, наш обычный коктейль для завтрака, и добавляю восстановление силы. Иногда просто восстановление силы, допустим, банан туда еще добавляю. Мне посытнее надо, ну, у каждого на вкус и цвет, как говорится. Вот тренировки у меня были всегда, но результат у меня есть сейчас. Я долго не мог понять, почему это происходит. Сейчас я вам расскажу, почему это происходит, почему люди не могут снизить, почему люди не могут набрать. Таким образом, мы узнаем и физиологию какую-то, и просто теорию по продуктам. В принципе, расскажу маленько, затрону тему, как компания Herbalife Nutrition сейчас подошла к этому вопросу и нашла решение для нас, для всех, которое доступно всего лишь за 400 рублей. Смотрим, в конце будет важная заметочка такая, да. И ну, в конце я посоветую, да, нашим парням, мужьям, вашим там, дедам и всем, потому что это актуально сейчас всем. То есть мы хотим быть здоровее, сильнее, выглядеть и являться, да. Давайте теперь по теме перейдем. Я рекомендую вам записывать, конечно, какие-то моменты я буду говорить. Но поскольку мы сейчас подзатяжали чуть с историей, да, я сейчас попробую так динамично вам рассказать, чтобы вы не уснули. И по ходу дела для себя вопросики отмечайте, мы их потом обсудим. Ну, значит, сбалансированное питание для мужчин. А была у нас тема предыдущая, сбалансированное питание для женщин. Конечно, подход маленько разный. Давайте, ну, общее, да, тело человека меняется на протяжении всей жизни. Меняется, безусловно, мы растем. Кто-то в лучшую сторону меняется, кто-то в худшую. Ну, безусловно, у нас без вариантов обмен веществ, он замедляется с возрастом. Кожа у нас теряет свою упругость. Как и мы уже отметили, консультанты, да, работая с людьми, вот не просто это написано сухой текст, мы уже заметили, общаясь с людьми, люди начинают уставать. Это и женщины, и мужчины. Вот просто, грубо говоря, уставать. Но мы можем повлиять на скорость вот этих изменений. То есть мы можем с помощью рациона и образа жизни сделать так, чтобы быть более активными, более энергичными и чтобы нас хватало на весь день. То есть мы все работаем, мы что-то делаем, как-то зарабатываем. Плюс у нас еще есть семья, дети, которым тоже нужно внимание. А представьте, что вы пришли, вот как на картинке мужчина, да, а папа, давай поиграем, а папа мертвый, по-русски говоря. Задайте себе вопрос, как вы себя будете чувствовать через 5, 10, 20 лет, ну смотря сколько вам сейчас. И что же можно сделать от этого? Вот особенности питания для мужчин, конечно, есть они, да, и они очень существенные относительно женского организма. То есть вот в принципе так сложилось, что мужчины вообще инфантильны к своему рациону, своему режиму питания, вот, нежели женщины. Женщины более как-то стараются выглядеть хорошо, платья хотят одевать. Мужчинам, если честно, ну, мягко говоря, до фонаря. Автомобилисты меня поймут, я сам автомобилист. К выбору моторного масла мы относимся настолько педантично. Вот если бы к питанию так относились, было бы вот так. И чувствовали себя хорошо, и жили бы, не тужили, как говорится. Но
почему-то вот пока вот так. Как раз вот для этого мы и существуем, чтобы людей направить в нужное русло, для того, чтобы людям дать основы, для того, чтобы они применяли это. И нам нужно знать, как нам питаться в разном возрасте, чтобы продлить свое долголетие и тонус, и быть активными, энергичными. Да? Вот я сейчас провел тренировку, у нас была онлайн-тренировка. Кто не знает, у нас сейчас онлайн-клубы в связи с карантином. То есть подключайтесь, ссылки есть. Ну, как вот была тренировка, я себя чувствую так хорошо, я сейчас еще раз провел тренировку. Поскольку я правильно восстановился, в Инстаграме можете посмотреть, чем восстанавливаемся. Как уже сказали, парни, да, восстановляя силу H24, уникальный продукт. Мы об нем еще поговорим. Так вот, я бы сейчас мог чувствовать себя вялым, уставшим, неохота было. С вами вообще бы сейчас мне не было желания говорить. А у меня сейчас прямо энергия, хочу с вами поделиться вот прямо тем, что я знаю. Приготовьтесь еще минут 30, я вам буду рассказывать интенсивно полезную информацию. Вообще бытует вот в обществе мнение, что мужчина должен есть мясо. Мясо животное, вот имеется говядина, там, птицу, рыбу и так далее. Ну, больше имеется в виду говядину, свинину. Ну, мы же как бы в России живем, да? Так вот, не совсем верно. Я на своем опыте также убедился, что животный белок, как набирая вот норму белка, он не усваивается полноценно. Он вообще только создает проблемы. Поверьте экспертам, которые доказали это. Мы не хищники, как, допустим, животные хищники, да, у нас пищеварительный тракт очень длинный, поэтому нам не нужно столько животного белка, сколько мы едим вот в сложившемся сейчас в своем рационе питания. Привычки нам же привили, нам нужно много, а тратим-то мы мало, и плюс в этом мясе там недостаточно полезных микроэлементов, там их вообще по сути нет, это вот белок и жир по большому счету. То есть помимо этого мы должны, помимо мяса, да, мы должны включать в себя разнообразное количество вот, молочных, рыбных продуктов, вот, фрукты, овощи, орехи, для того, чтобы все это оптимальным образом влияло на пищеварение и наш обменный процесс, чтобы мы себя не зашлаковывали, а мясо это прежде всего нас организм закисляет. Мы и так без того закисляем себя, вот окружающая среда нас закисляет. Организм у нас работает, кровь течет, это тоже закисление, а мы еще туда мясо и еще раз мясо. А про салат вообще мы не помним, для того, чтобы он защелачивал, наоборот, убирал последствия вот этого вот. Вот про говядину, да, как вот я уже пару фраз сказал, практически все мужчины, там, не знаю, по статистике, ну, большинство, они заядлые мясоеды. Многие говорят, я не могу прямо без мяса, вот не могу. Да, не зря это мясо нужно, но его не столько нужно, сколько мы кушаем. Это строительный материал, безусловно, это белок, но говядина тоже бывает разная. Поэтому нужно подходить нормально к этому вопросу. Желательно покупать у проверенных людей этот продукт, потому что помимо просто белка мы еще должны нести полезные микроэлементы, железо там, и так далее. Потому что также мясо способствует синтезу гемоглобина в крови. Ну вот на примере скажу, я сдавал кровь, был донором год назад. Сейчас мне просто лень идти справку брать в поликлинике, 3 дня тратить на это. Я сдавал кровь, но был такой период, когда я не ел красное мясо и мясо птицы, я ел только рыбу. И вот по поводу гемоглобина и в общем анализа крови я пришел, у меня показатели еще лучше стали, чем у меня были до того, как я правильно питался. Но расскажу почему. Поскольку я стал больше получать в рационе восстановление силы, животный белок и обычный наш коктейль, который содержит и растительный животный белок. То есть все таким образом я заместил вот этот дефицит. По поводу вот, восстановления силы, как парни уже сказали, да, это белок, это изолят сывороточного белка, это все животные, все молодцы, но он еще содержит 45% потребности, суточной потребности в железе. Смотрим сюда, в картинку, говядина является ценнейшим источником железа. Поэтому наши специалисты, ученые, нутрициологи позаботились и включили этот элемент в наше восстановление силы. Поэтому я считаю, что это классная замена говядине. То есть, вот если такие периоды, когда восстановить нужно организм,
и, как скажем, поменять привычки питания, не страдать вот с зависимостью от мяса, это будет лучший вариант. Специи важный тоже элемент, потому что они содержат, вот, я говорю, правильные специи, да, не просто набор галина бланка, там, да, куриный бульон, это не специи, это ерунда. Нужно покупать качественный продукт, вот на картинке у вас написан какой. То есть все эти приправы, они содержат в сочетании с говядиной вот, максимальное усвоение и питательная ценность повышается вот на микроэлементном уровне. Мы же питаем не желудок свой, да, это вторично. Мы должны сперва позаботиться об усвоении клеток организма, чтобы нам хотелось и тренироваться, и быть активными, и все работало, и мы не уставали. Вот сейчас задайте себе вопрос, сколько мы морепродуктов кушаем? Да, я думаю, мало, да, относительно мало. Мы же не возле моря живем, мы же вот приземленные более-менее, да, люди такие. У нас он есть, да, морепродукт, ну, зачастую люди просто покупают одну горбушу. Мало кто занимается покупкой мидий, там, креветки, там, ну, редко покупают, но покупают все же. Кто покупает часто, это вам респект, молодцы. Ценнейший источник цинка из этих продуктов. Цинк нам дает правильную работу сердечно-сосудистую систему, поддержку и восстановление мышц. Он же помогает нормализовать сахар в крови. Кроме того, цинк, он, как Витя заметил, влияет, спасибо, влияет на репродуктивную функцию мужчин. Это тоже важно. Бывает такую проблему встречаю, что люди вроде все нормально, все активно, все молодцы, но почему-то вот раз и не получается воспроизвести потомство. Да? Бывает просто дефицит на микроэлементном уровне. Для этого нужно кушать сбалансированные продукты, которые нам нужны. Вот по мидии, да, я сказал, вот для статистики вам, для информации, просто цифры. В 100 граммах содержится суточная норма цинка. Кроме того, это источник витамин группы В, С и фосфор. Влияет положительно на работу мозга и так далее, и так далее. То есть все это важно. Ну, про каждый продукт можно долго рассказывать, про креветки это тоже они хорошо влияют. Но это так, для информации вам включайте в рацион морепродукты взамен тому количеству говядины, курицы и так далее, что вы кушаете. Вот про рыбу, которую я говорил, многие покупают в основном горбушу, и там, ну, мало кто покупает селедку, сардины, там, тунец у нас в консервах, да, консервированный такой компонент, то есть продукт, мы его взяли, вскрыли и поели. То, ну, в принципе, и в консервах тоже можно есть, он источник большого количества белка, легко усваиваемого. Но вот я бы порекомендовал скумбрию. Вот я сам ее даже умею готовить. Это легко готовится, покупаете свежую скумбрию, лимончик, фольга, в духовку, готово. Вот такой продукт классный, серьезно говорю. Вот жирные как раз вот эти вот сорта, они и нужны. Они нужны мужчинам, которые занимаются спортом. Они помогают восстанавливаться, там много витамина D, это все дает синтез в нашем организме белка, вот, который белок мы получаем, он еще должен как-то нам пользу сыграть, а не просто попасть вовнутрь. Он же должен восстановительные процессы, мы же восстанавливаемся не когда тренируемся, да? Мы же после это делаем. Вот мы прорвали себя на тренировке, сделали работу, пришли и 2 дня восстанавливаемся. Потом пришли опять поработали. Вот это все дает нам классное восстановление. Витя правильно заметил, вот жирные кислоты омега-3, они очень хорошо стимулируют кровообращение. Это важно при мышечной активности. То же самое касается девушек. Используйте в рационе вот эти жирные омега-3. Это очень нужный продукт всем без исключения. Вот сейчас я буду говорить, да, в принципе, большая часть будет касаться и женской половины, потому что сбалансированность у них также хромает. Ну, поверьте и посмотрите в окружении своем, да. Вот по отдельным продуктам, если вот просто компания позаботилась, нам сделала слайд, вот добавила вот именно важные вот эти вот продукты. Корень имбиря, он повышает устойчивость к физическим нагрузкам.
Я его ем 2 раза в день. Вот я и без этой информации я его ел долго. То есть я себе отрезаю, вот купил вот, ну, как корень, он небольшого такого размера. Я просто отрезал с копейку, он где-то толщиной, да, с 5-рублевую монетку толщиной. И, ну, буквально шириной он у меня получился где-то в сантиметр. И вот такую вот медальку я такую съедаю с обедом. И все. Каждый день источник полезных веществ. Ну и вот, как здесь вы видите, восстановление и смягчение последствий после неправильных каких-то физических нагрузок. Томаты, они дают нам множество полезных свойств, но нужно выделять правильные томаты. Желательно, конечно, покупать какие-то в деревне томаты, потому что сейчас стеклянные томаты, ими только с балкона кидаться, да? Это не тот продукт, который нам нужен. То есть там есть ликопин, который контролирует работу нашей сердечно-сосудистой системы. Поэтому включать томаты нужно, но умеренно. Все умеренно должно быть. И рацион должен у нас меняться. То есть мы не должны повторяться с одним и тем же продуктом постоянно. Вот я знаю ситуации, люди просто кушают вот одно по одному, утром, в обед и вечером покушали. А что получили? Мы об этом не задумываемся. Сейчас мы будем разбирать, что же мы получаем. Вот еще про творог хотел бы сказать, как вот спортсмены, мужчины все знают, вот творог надо есть, конечно, безусловно надо есть, я не спорю, это источник кальция, белок здесь, да, правильный, но, вы знаете, есть белок такой быстрый и медленный, да, вот как бы медленный белок, вот казеин, вот он здесь вот находится, вот в твороге, есть вот продукты такие уже готовые, вот, источник вот этого сложных белков, они усваиваются долго. Поэтому имейте в виду, берите тот продукт в деревне, не знаю, самодельный какой-то, потому что он, помимо того, что он жиров правильных содержит достаточное количество, и белок вот этот вот, в принципе, он, ну, качественный. Тот, который творог у нас есть в магазине, там много крахмала, там много лишнего, вот действительно. Да, он продукт, но он не несет столько пользы, сколько на него рассчитывают. Поэтому многие спортсмены говорят себе, вот мне надо творог на ночь, чтобы мышцы у меня там не таяли, я там постоянно с творогом спал. Некоторые встают даже и едят ночью, такие вот качки, знаете, да. Но на самом деле, с точки зрения физиологии, это вообще неправильно. Человек не должен ночью есть, ночью должны микроэлементы восстанавливаться. Поэтому у нас есть вечерний продукт, который закрывает эту потребность. Там содержатся микроэлементы, которые именно легко усваиваются, правильный белок и L-триптофан. Это тот белок, который синтезирует мелатонин. Это гормон, который нам помогает выспаться. А сейчас у нас в современном мире прямо дефицит вот времени. Вот у меня даже, да, у меня есть семья, мы как маленького покупали, я ложусь в 12, встаю рано, мне нужно за этот интервал выспаться. А поскольку мелатонин вырабатывается у нас с 9 до 3 ночи, поэтому мы, если просидели до полуночи, вот этот интервал у нас, он не позволяет нашему организму восстановиться. Мы встаем и в течение дня и едим, потому что мы не восстановились и так далее. Запомните. По поводу микроэлементов, конечно, нужно сбалансировать максимальный рацион, чтобы у вас было и это, и то, что мы обсуждали. Вот мы все про белки разговаривали, да, с вами. Есть еще углеводы у нас и жиры для мужчины, тоже важный компонент. Это дает нам энергию, калории. Парни поделились, кто что ест, в принципе, да. Ну, это сложные углеводы, безусловно, и правильные жиры. То есть мы трансжиры не используем, это, наверное, все уже знают, даже дети. Но сложные углеводы мы используем. Какие сложные углеводы у консультантов своих поинтересуйтесь, и у нас будет тема, вы также их услышите. Но можно поступить более рационально, сразу же включиться в марафон. У нас марафоны постоянно идут, заберетесь к нам в группу и узнаете всю информацию, в принципе, как вообще и что. Сейчас не будем об этом говорить. Затронем лишь вот разнообразие рациона, которое позволяет именно получить для себя микроэлементы, витамины и разные минералы.
всегда мы используем в рационе, и советую всем мужчинам использовать в рационе вот дополнительный источник вот этих элементов в комплексе, на который называется поливитаминные комплексы. Да? У нас есть для женщин и для мужчин. Состав несколько отличается. И чтобы вот обогатить и, скажем, быть уверенным, что вот наш рацион максимально содержит все эти микроэлементы, я добавляю себе, ну и вот все те парни, которые мы сейчас слышали, они добавляют себе Формула-2 комплекс для мужчин. Он дает нам выносливость физическую, восстановительную часть, то есть мы закрываем ежедневную потребность во всех минеральных компонентах. Кто использует в рационе на завтрак коктейль, может дополнительно всего одну капсулу использовать с коктейлем вот этот самый элемент, вот эту капсулу, да, гранулку. И для информации нужно все витамины и минералы использовать с белковым продуктом. Желательно с легко усваиваемым. Наш коктейль либо восстановление силы, либо Формула-1 плюс Формула-3, либо просто Формула-3. Ну вот что хотел сказать. Здесь источники витаминов А, С, Е, это все важно. Витамины группы В, вот прямо must have для каждого. Из пищи мы столько не получаем. Цинк, йод, все это есть. Достаточно железа и хром. Вот самое важное хром, это тот компонент, из-за которого и случаются закидоны в виде поедания печенья, вафли, сладостей, варенья, ну я имею в виду простые углеводы, много сахара в кружку, в кофе и так далее. Чем его меньше, тем нам больше хочется сладкого. А чем мы больше едим, тем становится его меньше. Это такой порочный круг, который необходимо разорвать. Есть у нас продукт, который называется желтые таблетки, он источник хрома и других компонентов, то есть более качественно и быстрее это все происходит. Поэтому будьте уверены, что у вас в рационе есть и что это вам дает. Вот когда берете, салат себе сделали, все ли тут есть, да, все ли в течение дня. Для того, чтобы не думать, мне лично, я просто устал от этого, я как-то заморачивался. Я сейчас в рационе использую вот это, и все это мне дает. Это из растительных компонентов все сделано. Смотрите название компании. Вот Формула-2, как я уже сказал, это витамины А и С, они антиоксиданты, то есть это защитные силы организма. Это все важно. Наша клетка должна быть защищена прежде всего от внешних воздействий. Если клетка защищена, ее оболочка целая, то проникновение вирусов и бактерий, оно затрудняется, поскольку она вообще оболочка целая сама по себе. Когда их не хватает в организме, тогда получается, что у нас клетка, защитный барьер слабый, и даже антиоксиданты, которые как бы они есть, но в малом количестве, они не дают проникнуть, потому что их мало. Они вот проникают в клетку и меняют, как вы, наверное, уже знаете, мультик посмотрели про вирус, который меняет ДНК клетки и заставляет ее разрушаться. Таким образом, антиоксиданты самое важное. Поэтому Витя и пьет шизандра, которая помогает нашему организму еще больше, вернее, на пике постоянно находиться. Вот знаете, дети иногда переболели, их в садик привели, они опять заразились. Все потому, что у них иммунитет не вышел опять на пик, а их опять повели. И вот таким образом они не успевают восстановиться. Поэтому им тоже важно иметь вот в рационе эти элементы. Но дети, они такие организмы, которых не заставишь есть апельсин или лимон или морковку целую, правильно? Поэтому для них тоже есть решение. Ну, это отдельная тема, сейчас не будем разбирать. А еще содержит магний. Вот знаете такие моменты, когда тянет мышцы икроножные, сводит и так далее. Это магний, все. Его когда не хватает, вот такие спазмы возникают. И может не только икроножный быть, может быть и в спине и так далее, и в шее, и все это важно. Вот рибофлавин, он поддерживает обменный процесс, метаболизм. То есть это то, как у нас все усваивается в организме, и то, как мы активны. То есть это не зря он здесь, это тот элемент, который дополняет вот этот комплекс. Ну и витамины В5, это все мы работаем, все мы думаем. Я даже сейчас вот думаю, вы сейчас думаете, когда смотрите на слайды, задумываетесь, наверное, о чем-то. Ну, это все деятельность. И когда мы работаем, думаем, а когда мы много думаем и не восстанавливаемся, мы устаем, знаете, такая усталость, она может ощущаться на физическом уровне. Ну, это много компонентов, конечно, которые могут влиять это на
работоспособность нашего мозга, и недостаток воды, и жирных кислот, и в целом правильных углеводов. Поэтому разнообразиваем свой рацион. Так вот у нас есть основные задачи, да, вот, с которыми сталкиваются и мужчины, и женщины. Тут написана такая фраза: почему мужчинам легче распрощаться с нежелательными килограммами, чем женщинам? Потому что гормональный фон другой. Вот тестостерон в мужском организме, он выше. Ну, об этом, наверное, все знают, да? У женщин другие гормональные величины, они отличаются от наших. Объем мышечной массы больше, чем у женщин. Подкожный жир другой. Но здесь такая болячка есть. У нас может быть в силу... Это вот имеется в виду у среднестатистического человека. Конечно, когда ожирение, там и подкожный жир большой, и вот болячка такая, это внутренний жир. Внутренний жир на органах, который на органах брюшного пола. Его слишком много. Он должен быть, но его не так должно быть много. Вот поэтому при одинаковых нагрузках мужчины интенсивнее могут вес терять. Но вес это такое слово, да, которое мне ни о чем не говорит. Для меня важно состав тела, то есть сколько во мне жира общего, сколько во мне воды, сколько костной массы, сколько внутреннего жира и мышечной массы. Да? Вот это и влияет. Вот видели, когда Вова показывал картинку свою, у него вес больше, но он выглядит не так, как при весе меньшем, но объем-то то же самое, за счет мышечной группы уже объем больше. Поэтому вес можно потерять, да, но можно потерять за счет мышечных волокон. Ну, здесь уже тренинг должен быть правильный, подобран к человеку в силу его особенностей и структуры его организма. Поэтому нам нужно сейчас, кто задумался, обратиться к консультанту и спросить, как вот мне решить мою задачу. Идем дальше. Вот организм мужской, он тратит больше калорий. Ну, как мы выяснили, мышечная масса-то больше у него. И нам нужно поставлять энергию к мышцам и другим органам. Мы за счет массивного строения тела, да, вот это все происходит. Нам нужно калорийность тратить на это. Но мы можем чуть сократить, и вес будет больше уходить. То есть, ну, здесь все с консультантом, все по программе. Те, кто начал себя менять, они уже заметили, не только в привычках питания, как рациону улучшится, но и за счет этого меняется качество тела, именно жир расходуется на доставку вот этой энергии к мышцам. Вы имейте в виду, жировая клетка – это вода, углекислый газ и энергия. То есть вот все, что там есть. Вот у мужчины выше уровень стрессоустойчивости, ну да, это физиологически так, но если человек занимается спортом регулярно, то у него стрессоустойчивость на 15% выше, нежели того человека, тоже мужчины, который не занимается. Это же самое касается и женщин, те, которые занимаются спортом регулярно. Вот на этом слайде я хотел, вот как раз пришло мне в голову, хотел вам рассказать, почему мышцы не растут. Вот здесь слово такое есть, кортизол, гормон, да? И на нем все завязано. Вот смотрите, такую логическую цепочку себе представьте. Вот человек кушает много углеводов простых, печенье, конфеток, там в чай добавляет, я не знаю, там булочки съедает, или просто на ПП сидит, но много ест, вот реально много. Когда много этого всего или простых углеводов много инсулина вырабатывается, гормон инсулин, поджелудочная железа, все знают, который нам нужен для того, чтобы нейтрализовать этот излишек сахара и чтобы он не находился в повышенном состоянии в крови. А все вот это вот отправляется в жировой депо. Так вот, не суть дела даже куда отправляется. Суть дела в том, что когда много инсулина, вырабатывается много гормона кортизола. А кортизол блокирует гормон тестостерон. А тестостерон у мужчины напрямую является источником роста, стимуляции мышечных волокон. Когда человек после тренировочки пришел, покушал углеводов простых, да, он восстановился, но когда это привычно и часто, он перебирает с простыми углеводами, и у него происходит то, что нет достаточно тестостерона, и он не понимает, почему я не расту, почему не получается набрать мышечную массу. Вроде тренируюсь нормально, сплю нормально, но почему не получается, и все. Это вот привычки питания.
А чем больше мы их едим, этих углеводов простых в виде вкусняшек, всяких сладостей, тем меньше нам гормона этого достается. Тестостерон является также фактором, от которого женщины не в восторге. Ну, вот так вот я скажу. Идем дальше. Что нам нужно для того, чтобы контролировать вес? Это правильно сбалансированно питаться. Я, как и, наверное, вы тоже, мужчины, да, не любим много готовить. Да и женщины сейчас просто не имеют либо возможности в силу семейных обстоятельств, работы и так далее готовить вкусно, разнообразно. Поэтому питаются по наитию, по тому, как нас научили, как нам дали родители. Картошечка, макароны, это все легко, быстро. Кто-то даже еще в лапше сидит, ну, я не знаю, срочно меняйте эти привычки питания. Но даже из макарошек и из картофеля мы ничего не получаем то, что нам нужно. Поэтому рационально использовать продукты сбалансированного питания, которые дают и сытость, и повышают питательную ценность, и меняют привычки питания, помогают нам поменяться, то есть сделать наш рацион более насыщенным, более правильным. И это все дает нам то, что я уже отметил выше, самочувствие и так далее. Да? Вот коротко о нашем коктейле. То есть это, как я сказал, быстро, вкусно, комфортно. Вот здесь написана программа снижения веса, я бы перефразировал, это программа для контроля и оптимизации веса. Ну, в принципе, у нас питание называется сбалансированное питание для контроля и оптимизации веса. То есть мы можем оптимизировать и вниз, и вверх, то есть кому как нужно, путем увеличения калорийности или создания дефицита. Это же самое влияние подтверждено клиническими исследованиями. То есть клинические исследования проводились и у нас, в Российской Федерации, и в разных странах, еще 3, по-моему, или 4, где проводились именно клинические исследования. Все это доказано, все это обосновано. Институт питания Российской Академии Наук исследовал продукты, сказал, да, они эффективны, да, они несут пользу, используйте. Поэтому в рационе в нашей компании, вот у меня в рационе и вообще в нашей компании уже эти продукты 40 лет, и каждый раз они улучшаются и улучшаются. На российском рынке уже 25 лет. То есть 25 лет уже Россия использует эти коктейли и белки, и другие микроэлементы каждый день. То есть я не знаю, используете ли вы, и не знаю еще, почему вы их не используете, если вы их не используете. Попробуйте. То есть это важно каждому человеку просто попробовать и сделать свой вывод, подходит ему это питание или не подходит. Не буду я включать видео, да, с экспертами. Ну, по сути, вот здесь то, что мы озвучили, это все ими будет сказано. Кому надо узнать, какие эксперты в нашей компании, обратитесь к консультанту или тому человеку, кто вас пригласил сюда, вам дадут эту информацию. Итак, чтобы хорошо себя чувствовать, нужно контролировать также уровень холестерина в крови. Чем мы старше, тем больше вероятность, что этот будет показатель превышать какую-то допустимую норму. Холестерин у нас и так вырабатывается в организме, если вы не знали. И плюс мы еще неправильным питанием добавляем в организм этот холестерин, который уже негативно влияет. Он уже бляшки образует, сужение сосудов и так далее, неэластичность их и так далее, и так далее. Все это ведет к тому, что у нас какие-то органы, какие-то сосуды, какие-то мышечные группы не получают достаточно питания, кровотока и всего-всего, что необходимо клеткам, в силу того, что где-то узкое место и не повышается. Отсюда давление, отсюда еще все, там очень много всяких разных последствий. Гиподинамия, малоподвижный пассивный образ жизни, это сейчас вообще тренд. Люди настолько стали пассивными, ну, поскольку 21 век, век технологий, все у нас за компьютерами сидят, либо в магазинах сидят, ну, мало кто работает, большая часть работает сидя, мало кто работает в движении. Это тоже 90 с лишним процентов плюс к этому питанию докладывается вот именно болячек, которые человек уже сейчас использует. Сейчас тенденция уже, что люди после 35 лет, сердечно-сосудистые болезни, диабет и так далее, то есть, ну, это прям ком такой нарастает на вот эти две составляющие. Это все в силу того, что у нас
работа органов, она идет неправильно. Где-то сбилась, и нужно это исправлять. А человек по какой-то причине не исправляет. Видимо, пока, как говорят у нас в народе, петух не клюнет в одно место, мы не будем двигаться. Как вы видите, сахарный обед тоже сейчас чума 21 века. Это в силу того, что мы неправильно питаемся, мало двигаемся, нагружали себя до этого момента. Я надеюсь, сейчас вы как-то задумываетесь, что происходило ранее и как можно повлиять, и можно ли вообще повлиять. Задумайтесь, задайте себе вопрос, потому что диабет — это такая болезнь, которая тяжело избавиться, то есть это приобретенное уже, но можно сделать все, чтобы минимизировать последствия его воздействия, да, на организм. Желательно вообще при первых симптомах вообще рацион пересмотреть кардинально. Вот кардинально. Почему наши привычки нам мешают с диабетом, например, справиться? Вот написано, нельзя углеводы есть при диабете, вот нельзя их есть, вот такие-то, такие-то. А человек физиологически привык, его тянет, и микробиом, этот, который у нас здесь находится, он тоже контролирует наши эти пищевые привычки. И он говорит, давай съешь, мне надо скушать. Ладно, съели. Надо будет таблетки или инсулин и так далее, чтобы понизить. Но вот привычки как раз, они не дают нам справиться. Включайте завтрак сбалансированными, и у вас привычки питания постепенно поменяются в нужную сторону. Курение и алкоголь, соответственно, не обсуждается, да, это мы либо минимизировать должны последствия курения. Про алкоголь я вообще не понимаю тех людей, кто часто используют алкоголь или просто алкоголь в виде пива без повода, например. Да, я допускаю вино по праздникам или шампанское, чисто символически, это нормально, но чрезмерно не рекомендуется, конечно. И курение, если мы уж не можем бросить курить, вот сколько мы курим, 5-10 лет, конечно, тяжело бросить курить, но это тоже будет являться причиной повышенного холестерина в крови. А отсюда все проблемы с сосудами, органы и т.д. и т.п. Все вот так вот комом нарастает, и все. И потом мы обращаемся в поликлинику. Доктор, почему у меня болит нога? Ни с того ни с сего. Ни с того ни с сего ничего не болит. Всего есть причина. Для развития и поддержания мышечной массы, да, мужчинам необходим белок. В принципе, и женщинам тоже необходим. Те, кто себя на пике держит в форме, есть такие фитнес, да, как называют, фитоняшки, да, сейчас модное такое слово. Женщины, которые занимаются увеличением объема мышечной массы, они снижают жировую массу и увеличивают мышечную. Да, белки состоят из аминокислот, и разветвленная цепь аминокислот, их несколько. Есть незаменимые, есть заменимые. То есть незаменимые лецин, изолецин и валин должны из пищи поступать. Вот с нашим коктейлем восстановления силы, да, вот как я уже сказал, вот такой коктейль, это источник вот этих вот незаменимых аминокислот. Они и как раз помогают нам формировать, укреплять мышечную массу. Также это все, белки, да, они играют важную роль в восстановлении. Вот знаете такой момент, когда мы потренировались, неважно, женщина, мужчина, у нас что-то болит на следующий день или через день. Это последствия называется крепатура, мышечная такая боль. Когда мы ее ощущаем по шкале от 1 до 6, это нормально. Если мы свыше 6 до 8, это уже ненормально. Значит, у нас тренинг был неправильный и восстановиться мы не смогли. Поэтому у нас люди не меняются, некоторые ходят в спортзал, часто не успевают восстановиться, думают, они будут тренироваться, все будет хорошо, но на самом деле такого не будет, это самообман. То есть важно иметь в виду, что мы должны достаточно правильный белок получать. Я имею в виду сон, это понятно, что мы должны нормально спать и не заниматься перед тренингом. Вот как я уже сказал, у меня была такая проблема, я после тренировки 3 дня мог восстанавливаться. Крепатура была у меня как раз в районе 7-8. То есть я чувствовал, ноги потренировал, все, я не могу уже на следующий день ходить. Так не должно быть, это неправильно, и организм работает неправильно.
прежде всего наша голова, да, если мы перетренировались, значит начинает нас с головы. Почему мы перетренировались? Потому что мы бездумно подошли к этому процессу. Ну и белок обеспечивает чувство сытости нам надолго, поскольку наш организм тратит больше времени, чтобы их усвоить. Есть у нас в компании, как я сказал, Формула-1, это продукт, который обогащен микро- и макроэлементами. И есть вот отдельно белковый продукт, который позволяет получить чисто белок, содержание пропорций растительного и животного почти в равной пропорции. И он является еще синергистом при усвоении вот того белка, который называется Формула-1. Мы когда добавляем Формула-1 и Формула-3 в пропорции 3 ложки плюс 2 белка, например, повышается количество белка в целом и максимально усваивается. Одни помогают другим, растительные помогают животным или наоборот. То есть все это важно. Он безвкусный, его можно добавить и в кашу, и в коктейль, он не меняет вкус. И детям можно добавить в их рацион. То есть можно в принципе добавить куда вам хочется, он не поменяет вкус, хоть в борщ. В принципе гораздо будет лучше, чем сметаны или майонеза туда бухнуть. Источник белка легко усваиваемый. Ну и наш коктейль восстановления силы это то, что нужно для, как мы уже отметили, для восстановления после силовых и не только упражнений. Даже если женщина занимается по дому, целый день активничает, что-то там делает, генеральную уборку, там все вот это вот хозяйство там у нее, или грядки там целый день, вот этот коктейль будет как нельзя лучше, чем что-то вот перекусить в виде фрукта какого-то, да, это гораздо будет эффективнее для нее, она улучшит самочувствие с помощью этого. Вот мы говорили 45% суточной потребности в железе, но зачем это железо нужно? Это обеспечение организма, ткани организма кислородом. Поэтому вот этот продукт рекомендуется после тренировочки, и именно этот тип белка нужен. Сывороточный белок, животный белок. Только он помогает хорошо, качественно восстанавливаться. У нас в компании и в клубах, да, люди разных возрастов есть. Сейчас мы услышали людей, парней до 40 лет, да, к нам приходят и после этого возраста. Безусловно, чем человек старше, тем у него мышечная ткань больше замещается на жировую. То есть вот как бы физиологически вроде нормальный такой же дядя Вася был, но мышечные ткани анализатор показывает меньше. Все потому, что обменные процессы становятся меньше, образ жизни не позволяет их ускорять, и рацион, в силу рациона еще у нас проблема такая, да, вот по привычке питания, то есть по привычке мы кушаем картошечку, сальца, капусточку, котлетку, и все хорошо. Ну, это среднестатистический рацион. Разнообразие минимум. Вот Павел здесь говорит, что он обратился в клуб, да, когда уже на пике его приперло 118 килограмм. То есть он уже не знал, что делать, сам уже все перепробовал. Пробовал не есть, пробовал есть мало, пробовал не пить, бегал, прыгал, ничего не получалось. Это не тот подход, который нужен. Нужно подойти с другого угла, обратиться к консультанту и попросить его, чтобы он подсказал, как же правильно сделать, убрать свое все знание в сторону и спросить, как вот нужно, и уже соотнести со своими знаниями, которые у него есть. Не дожидайтесь плохого самочувствия. Это не тот выбор вашей жизни. Сделайте такую простое такое упражнение для себя. Вот, позадавайте себе вопрос несколько раз в день. Вот, как я себя вижу через 5, 10, 15 лет? Каким я буду, активным, неактивным? Что я буду делать? Вот сейчас у меня работа такая, я не тренируюсь, питание у нас вот такое. Приводит ли оно к тому результату, который я хочу? Логично, если наше питание сейчас нам не позволяет выглядеть, как мы хотели бы, то нужно же что-то сделать, питание поменять и образ жизни в принципе. То есть привычки питания. Привычки питания, они не дают нам быть на той форме, которой нам хочется. Все это взаимосвязано, все, что вот я сказал, это все в совокупности. Это все в совокупности влияет постепенно на изменение
внешнего облика, самочувствия, мыслей, деятельности человека, его карьеры и так далее, и так далее. Может, вы не знаете или вы знали, но я вам все равно скажу, все успешные, все бизнесмены уже когда достигают какого-то уровня, они начинают задумываться о здоровье. То есть у них сходит в фитнес-зал, правильно начинают питаться, уже вкладывают деньги в это. Не стремитесь заработать много денег, убив здоровье, потому что потом вам придется потратить эти же деньги на восстановление своего здоровья. Вот задумайтесь, что мы едим, как мы живем и что я делаю для того, чтобы стать лучшей версией себя. То есть наша задача поставить себе какую-то цель, обратиться за помощью, да, к тому человеку, который действительно знает, действительно разбирается. Вот если я вас спрошу сейчас, хотите ли вы улучшить себя, улучшить самочувствие, фигуру, 100% из вас скажут да. Да, Серега, мы хотим. Что вам мешает поменять себя? Переспите с этой мыслью и задумайтесь. Действительно, хочу я себя так же ощущать и так выглядеть оставшиеся 10-20 лет. Или я хочу быть лучше, активнее и присоединиться к обществу тех людей, которые действительно помогают другим быть лучше, помогают меняться, помогают с мотивацией, потому что самому это очень тяжело. Я знаю, все парни, они сами пробовали все поперепробовали до прихода в клуб, у них ничего не получалось. Спасибо, что вы выслушали. Очень было приятно поработать для вас. Надеюсь, моя речь для вас была познавательной. Вы много что услышали, много узнали. Если какие-то вопросы есть, пожалуйста, вы задавайте нам их. Можете в чат написать, можете руку поднять. Я обязательно на ваш вопрос отвечу. Если не смогу, консультанты здесь есть, помогут. Если вдруг вы стесняетесь задать вопрос, вы просто его себе запишите вот сюда. И потом своему консультанту у своего консультанта спросите. Можете мне написать в Telegram, Viber, хоть куда. Я, в принципе, всегда отвечаю на простые вопросы. Вот сейчас у нас была тренировка, и девушки спрашивали у меня про восстановление силы, как вот после тренировки себя вести, что кушать, когда кушать. Я им рассказал именно, что касается женского организма, как им нужно себя вести. Вот когда присоединитесь к нам на фитнес, онлайн-фитнес, вы, возможно, тоже услышите ответ на этот вопрос. Я думаю, вижу, да, всем понятно, все молодцы. Ну, хорошо, это всегда всем все понятно, все знают, но давайте уже использовать эти знания, да, на благо, свое же благо и благо семьи. Вот почему я в свое время задумывался об этом. Не только вот мой личный результат, я хотел себя улучшить, там, физиологически как-то выглядеть массивнее и так далее. Но прежде всего у меня есть дети, и у Паши есть дети. И он, как сказал, тут мою мысль, да, он меня опередил маленько, я хотел в конце сказать. Он молодец. Я пример для своих детей. У меня 2 пацана, поэтому я хочу, чтобы они смотрели, что папа занимается спортом, а не играет в танчики, ночами сидит и не занимается ерундой. Занимайтесь вот этим вот. Вы показываете своим примером, своей жизнью, окружению своему, своим друзьям. Они видят это все, они видят, как вы меняетесь, они видят вашу энергию, ваш стимул, то, что вы делитесь с ними. Хоть они не применяют это пока, но это их личный выбор. Но прежде всего заботьтесь о своей семье, о своих родных и близких. Питайтесь сбалансированно. Да пребудет с вами сила. Ладно, ребятки, у меня все. Всем спасибо. Рад был вас видеть. Пишите отзывы.